Всем привет! В данном видео поговорим о том, почему же на газонокосилке двигатель сильно дымит, а также присутствуют посторонние звуки, шумы в двигателе. Особенно на повышенных оборотах появляется звук металлического тиканья. Вот так, как в данном случае. В первую очередь проверяем масло в картере. Если в картере масло в норме, то скорее всего причина таится в клапанном механизме. В данном случае надо снимать клапанную крышку и убедиться, в каком состоянии клапана, а также и зазоры между клапанами и коромыслами. Теперь мы этим и займемся. Снимаем клапанную крышку и смотрим. После того, как сняли клапанную крышку, мы видим два клапана. Который клапан левее и возле глушителя это клапан выпускающий. Который клапан ближе к карбюратору это впускающий. Каждый клапан регулируется отдельно вот при помощи вот этих коромысл и при помощи вот этих болтов на коромыслах. Впускающий клапан имеет зазор 0,15 мм. Выпускающий клапан имеет зазор 0,2 мм. Теперь берем отвертку, вставляем то отверстие, где была вкрученная свеча, и ищем самую высокую точку поршня. Итак, нашли самую высокую точку, но это не наша. Так как мы дергаем за ротор, видите, оба клапана двигаются. Опускаем поршень до нижней мертвой точки и поднимаем второй раз до верхней мертвой точки. Как только подняли, дергаем за ротор. Видите, клапана у нас закрылись, а коромысла расслабли. Теперь мы можем уже проверять зазор между клапанами и коромыслами. Итак, берем щуп 0,2 мм и проверяем в первую очередь ближайший клапан от нас. Это выпускающий. Как видим, щуп влез между клапаном и коромыслом легко, и мы можем двигать. И также он не болтается. Значит, здесь зазор в норме. Следующий щуп берем 0,15 мм и проверяем впускной клапан. Как видим, впускной клапан, разрегулировавшись, и болтается даже коромысла. Слышите? Посмотрите, как влазит и болтается. Для наглядного убеждения для вас берем 0,5 мм щуп и вставляем. Как видите, залазит легко и даже чуть-чуть еще болтается. А здесь должен быть зазор 0,15 мм, поэтому его нужно отрегулировать. Итак, будем производить регулировку впускного клапана. Берем ключик на 8 и шестигранник 25. Отпускаем гайку, отпустили. Берем щуп 0,15 мм, вставляем между клапаном и коромыслом и регулируем при помощи данного болта. Если мы болт будем вкручивать, мы будем зазор уменьшать. Если мы будем болт выкручивать, мы будем зазор увеличивать. После того, как отрегулировали клапан, затягиваем гайку на болте. Как видим, красиво входит щуп между клапаном и коромыслом и не болтается. И как видим, коромысло само не болтается. Следующий клапан, если нужно отрегулировать, регулируется таким же самым принципом. Теперь делаем пару проворотов для убеждения, что мы отрегулировали клапан правильно. Вернули поршень на свое место, на самую высокую мертвую точку. И еще раз проверяем зазоры. И убеждаемся в том, что у нас зазоры в норме и так далее. После того, как убедились, что у нас клапана отрегулированные правильно, теперь собираем все в обратном порядке и смотрим. Если после регулировки клапанов металлического тиканья звук пропал, но по-прежнему косилка дымит и появился глухой стук в двигателе,
Это указывает на серьезные внутренние неисправности двигателя. Скорее всего, проблема таится в износе поршневой группы, а также и проблемы с коленчатым валом и так далее. В данном случае требуется серьезный капитальный ремонт двигателя. После того, как отрегулировали клапана, заводим двигатель и смотрим, как он работает. Как видим, двигатель работает прекрасно. Клапана нужно регулировать обязательно, так как в лучшем случае будет двигатель поджирать масло, а в худшем случае клапана рассухарятся и двигателю будет нужен капитальный ремонт. Надеюсь, видео было интересное и полезное. Кто воспользуется моими рекомендациями, я уверен на 100%, что вы двигатель почините. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.